Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака на следующую неделю. Это неделя с 3 по 9 августа. Давайте посмотрим, что вам готовит предстоящая неделя, какие карты вам выпадут в нашем сегодняшнем раскладе. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео или поделиться этим раскладом с человеком, которому, как вы считаете, это видео подходит. В любом случае, буду очень рада любой обратной связи с вашей стороны, любой вашей оценке. В принципе, в комментариях можете задавать какие-то ваши вопросы, если они вас интересуют, да, соответственно, касаемо этого расклада в частности, либо какие-то ваши просто вопросы. В конце концов, тоже возможно, если будет время, отвечу. Итак, расклад для львов. Неделя с 3 по 9 августа, с понедельника по воскресенье. У нас сегодня две колоды. Первая колода основная, Таро 78 дверей, а вторая колода, которую я сейчас перетасовываю, это Таро светлых провидцев. Соответственно, она у вас будет в качестве дополнения для уточнения. Итак, давайте посмотрим, львы, что вас ожидает в период с 3 по 9 августа. Начнем мы с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, которая есть здесь у вас, это карта страшного суда. Она у вас выпадает в понедельник вместе с картой башня. Здесь, возможно, будут какие-то события, которые взволнуют вас, полностью перевернут ваше сознание, ваши взгляды на какую-то ситуацию, будут для вас достаточно неожиданными. Возможно, будет своего рода прозрением, но по страшному суду это позволит вам что-то поменять кардинально в вашей жизни или что-то как будто перевернуть с ног на голову. Это может быть ситуация, которая заставит вас сделать определенный выбор или принять какое-то важное решение. Возможно, что-то напомнит о себе из прошлого, и это произойдет неожиданно, вдруг. Поэтому карта страшного суда здесь. Или что-то связанное с суждением, осуждением каких-то былых ошибок или проступков. Опять-таки по карте башни здесь может вызвать у вас бурю эмоций. Карта двойка кубков на вторник. Эта карта показывает здесь двоих деток, которые обмениваются подарками. И в целом по двойке кубков действительно может быть такая ситуация для вас, но по двойке кубков также это вот, знаете, как общее значение ее, это парные отношения, и это отношения с людьми, которых вы считаете близкими по духу, как будто бы вы понимаете друг друга на глубоком интуитивном уровне, как родственную душу. Может быть, это отношения в любви, да, в отношениях близких, каких-то романтических. Может быть, это партнерские отношения, где вы доверяете коллеге по работе, потому что вы знаете, что он также хорошо выполнит какую-то работу, как и вы. В любом случае, карта очень-очень хорошая, она о любви, о дружбе, возможно, о каком-то примирении. Здесь тоже речь может идти по этой карте. Вместе с картой Иерофант какие-то традиции здесь могут иметь место быть. Возможно, вы здесь что-то делаете, как у вас принято. Там, не знаю, в этот день какую-то традицию соблюдаете. Возможно, по Иерофанту здесь важны для вас будут действительно вопросы семьи, брака, отношений в семье, отношений ваших взаимоотношений с детьми или отношений вас с родителями, потому что Иерофант — это все традиционное, все привычное и понятное для вас. Следующая карта короля мечей — это карта воздушного знака, и она может говорить про общение с воздушным знаком, вроде весов, близнецов или водолеев. Но также здесь есть десятка пентаклей. Да, возможно, это человек из вашей семьи. Возможно, здесь по королю мечей нужно будет проявлять какую-то ответственность в отношении вашей семьи или финансов вашей семьи, контролировать какие-то вопросы, проявлять больше властности, больше влияния, больше какой-то стратегии и мудрости в ваших решениях. Опять-таки, основываясь больше на логике, на здравом рассуждении, а не на чувствах. Потому что здесь не король кубков, да, король кубков у вас есть в пятницу, а здесь король мечей. То есть он очень прямолинейный, где-то властный, где-то даже агрессивный, ответственный во всем, что касается семьи. Следующая карта восьмерка мечей, переживания, накручивание себя и скорее какие-то ментальные страхи, которые у вас здесь могут присутствовать. По восьмерке мечей вы можете
придумывать себе какие-то препятствия, ограничивать себя в чем-то. И, возможно, по рыцарю мечей, опять-таки, это может быть переживание за кого-то воздушного знака, весы, близнецы или водолеи. Возможно, здесь какой-то конфликт возникает, и из-за этого вы переживаете, поэтому рыцарь мечей. Кто-то проявляет гнев, агрессию, жесткость, или вы из-за чего-то злитесь, потом из-за этого переживаете, чувствуете какую-то вину свою. Может быть, вы ожидаете неудачу, думая, что у вас что-то не получится, да, в чем-то, что требует упорства, настойчивости по рыцарю мечей. Но король кубков в пятницу, он у вас есть, он поднимает кубок торжественно. Возможно, вы что-то здесь позитивное в плане эмоций испытываете, может быть, отмечаете что-то в конце концов вместе с рыцарем пентаклей, земным знаком. Девы, тельцы или козероги, да, возможно, здесь общение какое-то с ними имеется. И также по королю кубков с рыцарем пентаклей вы здесь настроены на успех, вы верите в свою удачу, вы очень оптимистичны, вы здесь терпеливо занимаетесь какими-то вашими делами, которые вы любите, которые вам нравятся. Возможно, здесь какие-то ожидаемые события происходят, потому что рыцарь пентаклей, он неспешный, но запланированный. Все же запланированное, все продуманное наперед, вот оно происходит в этот день, и это, скорее всего, что-то очень позитивное по королю кубков, а может быть и с водным знаком связано: раки, рыбы, скорпионы. Дальше туз кубков, переполненность эмоциями, радость, которую вы испытываете в субботу по тузу кубков вместе с королем пентаклей. Опять-таки, возможно, земной знак тут как-то причастен к этому, это девы, тельцы, козероги, а возможно, по королю пентаклей ваше ощущение достатка, благополучия, вот этого вот чувства заземленности, которое вам дает король пентаклей, какой-то, вот знаете, такой вот терпеливости и спокойствия, которое вы здесь проявляете в этот день, и с тузом кубков испытываете очень позитивные эмоции, потому что чувствуете вот эту вот уверенность, да, почву твердую под ногами, которую дает вам король пентаклей. И карта мага, карта волшебника, карта человека, который обладает очень большими здесь способностями, талантами, очень амбициозный и волевой. Возможно, по магу вы просто здесь очень активны и вдохновлены каким-то делом или какой-то идеей. Снова король кубков, что-то, что вы любите, вы можете воплощать в жизнь, какие-то ваши идеи воплощать в жизнь, то, что вы чувствуете, да, как вам нравится, вы делаете. Также по королю кубков какое-то радостное, позитивное, новое начало. Маг — это первая карта, король кубков, опять-таки, что-то очень хорошее и, скорее всего, сулящее успех. И по королю кубков это то, что вам опять-таки нравится. И вы с вдохновением здесь работаете на себя или что-то делаете такое, что вас вдохновляет. Очень хорошая, замечательная карта. Итак, львы, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.